С 27 июля по 10 августа в Париже в выставочном центре Paris Expo Porte de Versailles проходил мужской олимпийский волейбольный турнир. Эти 2 недели были восхитительны. Подобным волейбольным шоу не способен сравниться ни один турнир, потому что каждый волейболист готов оставить на площадке абсолютно все ради возможности прикоснуться к олимпийской медали. На протяжении всего этого времени я не только комментировал матчи, но и старался баловать вас регулярными обзорами, чтобы все могли следить за новостями прямиком с олимпийского корта. Так что в этом видео мы поговорим не про результаты олимпийского волейбольного турнира, а постараемся подвести некие итоги. Но обо всем по порядку. Так что, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! В первую очередь отмечу новый формат группового этапа, к которому прибегли организаторы. 12 национальных сборных поделились на 3 подгруппы. Пусть матчей и стало существенно меньше, но ценность каждого поединка значительно выросла. Практически каждая игра имела турнирную ценность, что не могло не подогревать дополнительный зрительский интерес. Лишь заключительный матч группового этапа между Сербией и Канадой не имел никакой стратегической ценности, но даже он закончился со счетом 3-2. Приведу немного статистики. За весь групповой этап в Париже было проведено 18 матчей, 6 из которых завершились в 5 сетах. Для сравнения, за всю историю Олимпийских игр больше тайбрейков на групповом этапе было только в 1992, 2004 и 2021 году. Их число равнялось 7. Только не стоит забывать, что в те годы был другой формат, и там проводилось по 30 матчей на групповом этапе, так что вы достаточно просто можете оценить разницу. Перед тем, как мы начнем уже анализировать выступления каждой команды, я бы хотел с вами поделиться не самой радостной информацией. Достаточно много игроков решили закончить свою карьеру в национальной сборной после прошедших Олимпийских игр. В их число входят Атанасьевич, Подрощанин, Ямаучи, Кентара, Лукас, Бруно, Леал, Конте де Чека и Кампа. А вот Нишида решил свою карьеру приостановить на неопределенный срок. И честно, я немного переживаю за его психологическое состояние. Он снова перекрасил волосы в серый цвет. Делает он это уже не в первый раз. Прошлое подобное изменение внешности было связано с его ментальным здоровьем. Надеюсь, в этот раз он также сможет справиться с тяжелым периодом в жизни. Но далеко не все лидеры своих команд решили повесить кроссовки на гвоздь. Несмотря на то, что Андерсон заявлял, что завершит карьеру в национальной сборной США после текущих Олимпийских игр, добытая бронзовая медаль добавила ему вдохновения и мотивации. Теперь он мечтает сыграть на домашних играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Надеюсь, мы увидим легендарного американца в деле. Несмотря на многочисленные слухи, капитан сборной Японии Ишикава опроверг все опасения болельщиков и также сообщил, что планирует играть как минимум до следующих Олимпийских игр. 39-летний Грозер таких амбициозных целей перед собой не ставит, но он также вдохновился игрой своей команды и настроен помочь Германии на ближайшем чемпионате мира, который пройдет в 2025 году на Филиппинах. Таких же целей придерживается Ингапет. Уже двукратный MVP Олимпийских игр хочет заполучить недостающее золото в свою обширную коллекцию наград на уровне национальных сборных. Так что до 2025-го Эрвин точно будет играть за Францию. И это еще не вся приятная информация, которую я подготовил для вас. Если вы еще не знакомы с товарниками, то самое время познакомиться с этим замечательным сервисом доставки, который балует своих клиентов уже с 2020 года. Если вы не знали, где найти оригинальную обувь, одежду и аксессуары, то это будет лучшим вариантом для вас. Большой ассортимент, выгодные цены, 2 варианта доставки, причем автодоставка будет для вас абсолютно бесплатной. Вы не уверены, какие кроссовки подойдут именно вам? Не проблема. Консультанты товарников помогут вам подобрать подходящую пару, потому что они также активно занимаются спортом, в том числе и волейболом. Так что вы гарантированно получите нужный вариант. После того, как вы сделаете заказ, то ребята будут вас держать в курсе каждого этапа. Ордер о выкупе, фотоотчет со складов Китая, чек на все услуги и, конечно же, система отслеживания. Товарники имеют уже около 1000 позитивных отзывов от довольных клиентов, так что им точно можно доверять. И приятным бонусом является то, что вы можете получить скидку 500 рублей на один заказ, если назовете промокод AirSport500. И если вы уже заинтересовались этим сервисом, то расскажите про него и своим друзьям, потому что у товарников действует реферальная программа, где за каждого приведенного друга вы получаете 600 рублей бонуса. Ссылки на данный сервис доставки я оставлю в описании. Я уже сделал свой первый заказ, так что советую его сделать и вам. Итак, теперь давайте подведем некие итоги для команд, как мы это делали по окончанию лиги наций. Я выскажу свое мнение о командах в порядке мест, занятых ими по завершению Олимпийских игр. И раз 12 место у нас занял Египет, то предлагаю с него и начать.
По большому счету ничего позитивного про африканскую команду сказать не получится. Их воодушевленного настроя на данный турнир хватило лишь на 2 сета в дебютном матче со сборной Польши. А дальше все становилось хуже и хуже в эмоциональном плане. Все понимали, что Египту практически ничего не светит в плане турнирной борьбы, но лично я ожидал, что они получат удовольствие от олимпийской атмосферы. Они будут с грустными лицами доигрывать оставшиеся матчи. Больше ожиданий было от Аргентины. Все же на тот момент команда являлась действующим обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр. И все, что получилось у южноамериканской команды за весь групповой этап, так это выиграть один единственный сет. К сожалению, ничего позитивного в этом выступлении Аргентины я отметить для себя не смог. Меньше ожиданий у общественности было относительно выступлений Канады, хотя лично я надеялся, что эти ребята смогут продемонстрировать свою лучшую игру и возможно даже окажутся в плей-офф, но этого не случилось. Безумная ценность каждого матча и статус турнира безусловно давили на североамериканский коллектив. Проблемы игры на таком уровне выявились в четвертьфинале Лиги Наций, и тут они помножились еще в несколько раз, так что целостной игры в исполнении Канады так и не удалось лицезреть. Самым ярким получился матч против Сербии, где команды уже не имели никаких турнирных задач и просто наслаждались игрой. Это стало отличным завершением группового этапа, и эта победа позволила сербам закончить турнир на одну строчку выше канадцев. И раз уж мы вспомнили про эту команду, то я ничего особенного от этого коллектива и не ждал. Да и по ходу просмотра матчей европейской команды я не понимал их игровой рисунок и часть их замен. Некоторые были несвоевременными, некоторые не совсем оправдывали себя. При всем уважении к Атанасьевичу, Лубарич выглядел более стабильной и опасной опцией для набора очков. Так что это было больше похоже на дань уважения для Диагонального, который завершал карьеру в сборной. Отчасти с такими же проблемами столкнулась и Бразилия. В этой команде с огромным трудом происходит смена поколений. Исполнители меняются уже не из-за того, что они лучше по игровым качествам, а просто из-за того, что ветераны сами уже покидают команду. Другого пути как будто бы и не было. И если бы Уоллес не отказался выступать за национальную сборную, то про Дарлана многие зрители так бы и не узнали в полной мере. И сейчас Бернардиньо снова решил пойти на поводу старых принципов, каждый раз выпуская Бруно в стартовом составе. Я в очередной раз повторюсь, карьера этого легендарного связующего заслуживает любой похвалы, которая только в этом мире существует. Но на данный момент он уступает Фернандо практически во всех показателях. И объективно не самая лучшая игра Бруно сильно ограничила его команду. Не то чтобы Бразилия входила в число очевидных претендентов на медали, но при удачных раскладах в нужном составе они могли бы оказаться в полуфинале. На 7-й строчке в рейтинге оказалась Япония. Да простят меня фанаты этой национальной сборной, но они показали далеко не ту игру, которую все от них ждали. Я видел много комментариев о том, что японцы бы точно смотрелись лучше Италии в полуфинале и в медальных матчах, но сейчас мы ни в коем случае не способны узнать, а что было бы, если бы они там оказались. Япония не прошла, так что эти разговоры не имеют никакого смысла. Азиатская команда собственноручно упустила несколько матчболов, так что и незачем фантазировать на тему полуфинальных матчей. Здесь нет никакого негатива к Японии и ее болельщикам. Я сам с огромным удовольствием смотрю матчи этой команды и также предполагал, что им по силам побороться за медали. Но по ходу группового этапа они продемонстрировали блеклый и скучный волейбол, который вообще не был похож на то, что они демонстрировали ранее. И лишь вернувшись к привычным стратегиям, они продемонстрировали крутой уровень игры, оставив о себе прекрасное последнее впечатление. Прекрасное впечатление о себе оставила Германия. Они не то что превзошли ожидания многих аналитиков, но и практически выбили в четвертьфинале будущих олимпийских чемпионов. И тут тоже идут бурные обсуждения в социальных сетях, что немцев засудили. Я свое мнение на этот счет уже выкладывал в предыдущих видео, так что не вижу смысла повторяться. Для меня куда более приятно обсуждать, насколько яркий и боеспособный коллектив в этой национальной команде, и какую прекрасную работу провел Винярский. С огромным удовольствием жду чемпионата мира, чтобы пристально следить за Германией. И признаюсь честно, немного в душе я переживал за Словению. Команда дебютировала на Олимпийских играх и еще по ходу Лиги Наций оставляла себе приятные впечатления. Возвращение Штерна давало словенцам право рассчитывать на медали Олимпийских игр. Диагональный лишь к завершению турнира выпал из числа лучших бомбардиров, и лишь 17 очков он проиграл самому результативному волейболисту Олимпиады Лиону, несмотря на то, что провел на 2 матча меньше. И вот так сложилось, что единственный неудачный матч за весь этот международный сезон у Штерна выпал на четвертьфинальный поединок против Польши, где без его привычной продуктивности Словения не смогла пройти дальше.
Данной команде сейчас также не хватает стабильного связующего, который мог бы угнаться за темпом современного волейбола топового уровня. Быть может, Ропрет после простоя в Перудже в плюс-лиге получит долгожданную игровую практику и сможет вывести Словению на новый уровень. И теперь переходим к 4 лучшим командам прошедших Олимпийских игр. И неожиданно для меня на 4-й позиции оказалась Италия. Что у мужчин, что у женщин, я предполагал, что итальянские команды будут претендовать на золотые медали. И если девушки со своей задачей уверенно справились, то вот парни и вовсе остались без медалей. Италии точно не хватило тренерской гибкости, про которую я говорил еще по ходу обзора медальных матчей. И нет смысла говорить, что у них не было глубины скамейки. Просто Де Джорджи ни в коем случае не хотел менять свой основной состав, чтобы на площадке не происходило. Если до этого такая стратегия имела место быть, то в 2024 году итальянскому тренеру впервые с 2019 года, когда он возглавил эту команду, пришлось закончить международный сезон без медалей. Одной из причин можно считать то, что в отличие от девушек, мужчины пропускали не первую игровую неделю Лиги Наций, а третью плюс финальный этап. А именно там происходили самые яркие и бескомпромиссные баталии, которые могли бы подготовить команду к серьезным противостояниям. Хотя, если посмотреть на сборную США, то их эти проблемы не коснулись. Несмотря на то, что они провалили Лигу Наций и заняли позицию далеко вне зоны плей-офф. Пусть американцы были самой возрастной командой на турнире, зато большая часть состава уже прошла несколько олимпийских циклов, так что их нереально было удивить этой серьезной обстановкой. Да и, если честно, североамериканцы не выглядели какой-то старой командой. Они демонстрировали яркий и в какой-то степени озорной волейбол. Другого слова я для этого стиля игры еще не придумал. Их можно было сравнить с какой-то молодежной командой, которая нацелена забивать что-то красивое. И если они начнут уверенно побеждать, то они могут резко выключиться из игры, забывая, что нужно держать концентрацию до финального свистка. Это их и подвело в полуфинале с Польшей, и чуть не подвело в матче против Германии в групповом этапе, а также в бронзовом финале с Италией. В целом, отличное выступление от США, с такой игрой они были достойны получить медали Олимпийских игр. Плюс эта игра продлила подписку американцев на Андерсона, пусть пока точных сроков окончания у нее и нет. Номер 2. Польша. Команда наравне с Италией подходила в числе главных фаворитов к этой Олимпиаде, а по мнению многих аналитиков, они и вовсе были главным претендентом на золото. Но еще по ходу группового этапа стало понятно, что все не идеально в этом составе. Как показала практика, наличие кучи звездных игроков не гарантирует победы. Из-за сумасшедшей длины скамейки Гербич был вынужден проверять различные сочетания игроков, чтобы определиться с окончательным составом, который полетит в Париж, что, безусловно, сказалось на итоговой сыгранности. Да, на Олимпиаде поляки использовали практически неизменные сочетания, но даже этого не хватило, чтобы обрести целостный игровой рисунок. Ко всем проблемам Польше крайне не везло с травмами. В первом же матче повреждение получил Форнал, затем команда осталась без Бенека, а в полуфинале травмировались Януш и Заторский. В случае с Либера его заменить было неким, поэтому Павел играл на обезболивающих препаратах, но это все равно сказалось на его продуктивности в финальном матче. Тем не менее, для Польши серебряная медаль, в особенности для текущего поколения, великое достижение. Это лишь вторая медаль в истории этой команды, и предыдущая была завоевана практически 50 лет назад. И больше всех этому событию радовался, наверное, Бартош Курак. Для капитана финал был 24-м матчем за Польшу на Олимпийских играх, что теперь является рекордным достижением. Рекорд Олимпийских игр установил Ильон, который ввел мяч в игру со скоростью 134 км в час в полуфинале против США. Бифердо провел классный и целостный турнир без каких-то провалов. Он был надежен, стабилен и всегда был готов вести команду за собой. Так что, как мне кажется, это лучший перформанс для доигровщика в составе его текущей национальной команды. И напоследок, олимпийские чемпионы. Точнее, теперь уже двукратные олимпийские чемпионы – Франция. Они стали 4-й командой, которая смогла победить на домашней Олимпиаде. До этого такое достижение было лишь у сборной СССР, США и Бразилии. Они стали 3-й командой, которая смогла защитить свой титул олимпийского чемпиона. Ранее таким отмечались только СССР и США. Ну и они стали первыми в истории, кто смог защитить титул на домашних Олимпийских играх. Множество хвалебных слов в адрес этой команды я говорил в обзоре финала, так что не вижу смысла повторяться. Лучше посмотреть это видео, если еще этого не сделали. В очередной раз подчеркну мысль, что Франция та команда, которую, если не остановить на начальных этапах, дальше это сделать будет практически нереально. А с учетом феноменальной синергии с болельщиками, эта команда выглядела непобедимой в последних матчах. Как отмечали сами игроки, это в первую очередь семья, так что неудивительно, что французские волейболисты так преображаются в национальной команде. Ну и как факт, после 2 проигранных игровых отрезков в четвертьфинале они забрали 9 подряд сетов. Браво! Заслуженное золото. К
сожалению, не все игроки получили медали на награждение. Я напомню, что на этих играх разрешили брать 13-го запасного игрока. Такие исполнители были у всех призеров, но США и Франция к заменам не прибегали. Так что Энсинг и Карл не провели ни одной минуты на площадке, поэтому, несмотря на то, что они присутствовали на награждении, медали им не дали. Что, честно говоря, выглядело не очень красиво. Ладно, не будем о плохом. Давайте перед завершением видео перейдем к символической сборной. И здесь у нас связующий Бризар, доигровщики Нгапет и Клевено, центральный блокирующий Эверил Кахановский, диагональный Патри, либеро Гребенников и MVP Нгапет. Так, тут не буду как-то детально что-то разбирать. Мне больше интересно узнать ваше мнение насчет символической сборной, а своим мнением я сейчас быстренько поделюсь. Связующего никаких вопросов нет. Как я говорил еще после полуфиналов, лишь Кристенсен способен был составить французу конкуренцию. Да и то, если Антуан провалит финал. А в финале Бризар был великолепен, так что тут без всяких вопросов. Никаких вопросов не может быть и Гребенникову. Если бы Япония прошла Италию, то могла бы появиться альтернатива в лице Ямамото, а так Женя безусловно номер один на этой позиции. Первый вопрос есть по позиции центральных блокирующих. Если честно, то я бы поставил двух американских волейболистов. Кахановский был стабилен лишь в нападении, в остальном его влияние на игру было не таким весомым, как тот вклад, который принесли в игру США Холт и Эверил. Они набрали больше очков, поставили больше блоков и выполнили больше эйсов, чем польский центр. Но организаторы посчитали, что должен быть хотя бы один серебряный призер в символической сборной. Хотя тут бы идеально вписался Леон. Как я говорил ранее, он был очень продуктивен и стабилен и проявлял лидерские качества. Плюс он стал самым результативным игроком Олимпийских игр. Так что свое местечко он там заслужил, как и безусловно заслужил его и Клевено. Но к нему вернемся чуть позже. Безусловно, спорной позицией тут можно назвать диагонального. Патри провел фантастический финальный матч, но если мы рассматриваем хотя бы все матчи на вылет, то на предыдущих стадиях его активности точно было недостаточно, чтобы рассчитывать на такое престижное звание. Как кажется мне, эту награду должен был получить Романо. Итальянский диагональный был очень эффективен на протяжении каждого матча этих Олимпийских игр, и к его игре точно не может быть претензий. А если вы считаете, что из-за 4-го места его команды нельзя вносить его в символическую сборную, то тогда дадим эту награду Андерсону, который тоже был безумно хорош. Ну и на сладенькое, MVP. Если в 2021 году вряд ли кто мог усомниться в легитимности выбора Нгапета, то в году 2024 вопросики к этому званию имеются. Очевидно, что эту награду обязан был получить какой-то французский игрок, но в моей субъективной иерархии как минимум выше стоят Бризар и в особенности Клевено. Тревор был супер хорош в плей-офф. Джани как будто специально не выпускал доигровщика с первых матчей, аккумулируя его внутреннюю энергию. Для меня MVP Клевено. Кто ваш кандидат? Пишите внизу в комментариях. Ну что ж, вот, пожалуй, и все. Олимпиада завершилась, финальный обзор вышел, так что придется ждать еще 4 года, чтобы вновь погрузиться в эту атмосферу волейбольного праздника. Так что выразите свою благодарность не только мне за свою работу, но и всему олимпийскому турниру. Это было потрясающе. Ну, а с вами, как обычно, Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.